Да, обсуждаешь тут крутые фан-игры, шедевральные движки. Аудитория после первого Спарка такая... Продолжай! Вторая часть. Спарк за Electric Jester 2. Похоже, как сильно бы я не пытался дистанцироваться от Бразилии и ее игропрома, забыть о Филиппе и шутках про не хотите ли, он все равно меня настиг своей желтой рукой, смазанной вазелином. Больше мне для вступления сказать нечего, я вообще кое-как нахожу слова для этого обзора. Ладно. Учитывая то, какие высокие оценки и неплохие продажи на пару с Кикстартом сумела собрать первая часть, анонс сиквела не заставил себя долго ждать. Однако, в отличие от первой части, что была исполнена в православном инди 2D, для продолжения Филиппе избрал иной, нечестивый путь в 3D. А чтобы сделать игру в 3D, что нужно? Нет, не бабло, а руки не из Бразилии и хороший движок. И если с первым пунктом Филиппе с рождения справиться не дано, то хотя бы движок свой он изготовить сумел. Hedge Physics. Да, тут Филиппе надо отдать должное. Своя свой движок, на котором даже Соники выглядят не стыдно. Это дано не каждому. Правда, мне он никогда не нравился, но не об этом речь. Немного полировки, изучение Unity. Охапку дров. И Spark 2 готов. Да, понятное дело, что игра собрала кучу положительных отзывов, все ее расхвалили, даже, наверное, сами не поняли за что. Но вот лучшая 3D сониковская игра... Лучшая, игра? Нет, Филиппе, жирная твоя борода из нестырных идей. Ты сделал все, что угодно, но не лучшую игру. И сейчас мы будем в этом копаться. Запускаем игру и под новый флаг Бразилии. Появляется под свою тему из первой части он. Тот, чье имени нельзя называть, а просто невозможно сказать, не засмеявшись. Дамы и господа, наш новый главный герой... Да, мать твою, забегу вперед, но это просто до пизды смешно. На иконке игры красуется рожа Фарка, в меню играет и стоит ебет Фарк, сам сюжет тоже вертится вокруг Фарка, играем мы непосредственно за него самого, а игра называется... Филиппе! А, Филиппе! А какого хуя игра все равно называется Spark the Electric, объяснить не хотите ли? А у меня есть объяснение. Вы с них в штаны наложите. В свое время, пока игра еще не вышла, Филиппе проводил по ней стримы. Да, прикольно стримить игру, длительность которой 1,5 часа, но неважно. И вот люди законным и логичным образом спрашивают, а почему-то игра так называется, господин Филиппе? На что он отвечает? Because it's the sequel. I mean, I called it Fark the Electric Jester, but you know, like, Fark, you can like make jokes out of that and make like, oh, it's fart, or it's like fuck. It's like fuck the Electric Jester. Ему бы в цирке выступать. Не хватает парочки слонов. Fuck you, мистер Филиппе! Вы автор этого персонажа, вы вручили ему такое имя, а теперь вынуждены просто взять и убить в логику и труп спрятать в туалете Копатыча? Из-за того, что его имя созвучно с ругательством или пердежом? Это то же самое, если бы на русском придумали персонажа по имени Блярд. Как думаете, его имя коверкали бы или нет, блять? А знаете что? Я так и сделаю, жирный ты балабол. Если тебе так стыдно называть игру в честь ее главного героя из-за его дурацкого имени, которое ты же и придумал, то до конца обзора я и буду величать Фарка тем, чего ты так боялся, блять. Выбрав сейф и сложность под старинный фон второго адвенчура, нам показывают предысторию и события первой части, рассказанные из уст блядя. И это, я не шучу, единственный момент, в котором нам показывают Спарка. И то спиной, и то нарисовано. Я понял, Филиппе, что игра про блядя и его мутки Шадива, который ты тоже спиздил. Ну ёб твою Бразилию, так ты поступаешь со своими же придуманными персонажами. Сначала, блядь, у него работу отжал, а теперь еще и сиквел гопанул. Ну охренеть теперь. Мне стало жалко желтую глисту. Тем не менее, блядь, очухивается на кушетке у некого доктора Армстронга, жаль, что не сенатора. Он как-то типа вроде где-то участвовал в событиях первой части. Ну вы помните, какими пальцами Филиппе писал тот сюжет, так что про него стараемся не вспоминать. Ну вот что из своей памяти стереть не получится, так это мертвый взгляд доктора огромными моргалами вам прямо в душу, который с лихвой может дать под зад аналогичному взгляду из первой части. И тут вы понимаете, что заявленные Филиппе полностью анимированные катсцены полностью сосут. Ведь по сути анимации здесь хер да немножко. Кто-то просто шевелится, повернет голову, руку и застанет как вкопанный, пока диалог не продолжится, и так постоянно. Вы уже не ощущаете себя в полноценной заставке. Не, вы в долбаном ситкоме на ТНТ. Коим весь этот сюжет и является, но поверьте, это ничто. По сравнению с одной мелочью, которая, поверьте, заебет вас уже в самой первой заставке. Звук потирания жопы наждачкой.
И вот сюжет, значит. Значит, сюжет, да? Ладно, попробуем. Хорошо. Попробуем. Значит, блять, пытается узнать, кто он такой. Доктор сильно руки собирается покопаться в его коде, но его похищает негр, блять. Роман сообщает, блядь, что Си-Джей это ручной пес возродившегося Фензипама. Затем оказывается, что Роман в паре с Астродоской с парком мутит мутки. Далее нам показывают гоп-стоп-бригаду, которых тоже нанял Фензипам, чтобы избавиться от бляди. Но при этом они чмырят Си-Джея покруче заправских балласов. Пи***ешь, убийство парящего трансгендера, пи***ешь с доской, которую он до этого ни разу не видел, но при этом общается, с ней, как будто давно ее знает. Б-трип. Битва с Си-Джеем и любовью Филиппа к задницам. И, наконец, показывается Фервекс, который объясняет, блядь, что он его отец. Так все, хватит! Нет, я остановился не потому, что спойлеры, боже мой, ни хрена подобного. Сюжет просто унылая, идиотская параша. Персонажи появляются, говорят какие-то имена, события, а вам насрать. Персонажи рассказывают свои предыстории или мотивы, а вам, сука, насрать. Персонажи умирают, господи, ну почему же мне насрать? Я скажу тебе, сын мой, катсцены говно! Так и есть. Всю эту муть, кто батя, кто отчим, вам рассказывают в абсолютной тишине. Сверчки? Вы просто сидите, мотаете километры диалогов, персонажи крутят бошками, звук наждачки, тишина, диалоги, наждачка. В первом Спарке за сюжетом невозможно было следить из-за того, что он эджи детский. А во втором, да потому что вы спите нахуй от скуки и снится вам хорошая игра про машинку. Но потом оказывается, что она тоже от Филиппа. Ты ебать, я козел! Сука, что ты сделал, блядь? Окей, сегодня я добрый, спокойный. Дадим сюжету еще шанс. Может, дальше будет круче и понятнее. Значит, блять, это сын Феназепама, при том, что его изначально сделали, чтобы заменить Спарка. На кого это ебет? После этого Феназепам покидает свое ультратело, тупо оставив его на земле, где его находит Роман и Астродоска, который теперь тоже каким-то магическим образом узнает о том, что, блять, это сын Фазенды. И идут его убивать, мол, он тоже станет плохим. Заодно окончательно убивая Си-Джея, который пытается рассказать нам свою нелегкую историю, но внезапно замечает армию клонов Си-Джея и ебать похлеще игрока. В итоге, чё к чему и зачем, нам никто ни хера не объясняет. Все, блядь, не, эти ругательства, дохнут. И кто на кого работает, зачем это делать, в душе неизвестно. Астродоска оказывается тройным агентом еще одной стороны конфликта, какой-то Клярити. Вы же не спрашивайте меня ничего. Плюс она еще и робот. Роман подлетает, кричит: Астра, нет, Астра. Астры больше нет. Подождите, она была всего минуту на экране. Где? Астра. Астры больше нет. Алло, Астра. это ты? Астры больше нет. Астра умирает, и Роман начинает качать ей сиськи. Да, мертвая баба, еще 40 мертвых до конца игры. Переходит к папашке, тот оправдывается, что та самая Клярити что-то типа Скайнета увидела во всем живом угрозу всему живому, подчинила его себе, и сейчас он тут все взорвет нахер. Или типа того, извините, я плохо говорю на языке Филиппе. Но, блядь, еще может к нему присоединиться. Join me, Alric, and I will make your face the greatest in... Однако глистовая улыбка Спаржи вдохновила блядь, на добрые дела, и дед с батей сцепились по пьяни и испортили всем праздник. Каждый Спарк одно и то же. Попадаем в чистилище, где уже оригинальное тело Флюги Хайман объясняет, что к чему. Оказывается, что батя не способен переместить свое сознание в другого робота, потому что связано со своим ядром или как-то так. И если его оценить, то все смерть. Перемещение данных в другое тело сделает лишь бездушного клона, поэтому Феназепам сделал, блядь, полная копия фундаментальной даты Фервекса. Но у него есть одно преимущество. Возможность трансформации в более сильное тело усилием воли. Фон завиляется, и он реально становится большим мускулистым. Ну чё, я дал шанс этому сюжету. И чё? Вы поняли, в чем была мотивация Фреона? Кто им управлял и управлял ли вообще? Зачем нужны были те три гопаря? Их жалкие истории, если их всех убивают без суда и следствия, кроме самурая. Зачем нужны были Роман с доской, если по итогу одна была нужна лишь для того, чтобы побазарить с блядем, а потом напасть на него по надуманной причине и так же тупо сдохнуть? А уж насос Роман-то как важен. Почему, блядь, имеет дизайн Спарка, если задумался как...
Да как что он задумался, сука, как замена Спарка, как замена Фреона, как я почту! Коим является тот, кто пытается разобраться в этом сюжете. Я не знаю, может я тупой? Да. По-любому я тупой. Погнул и хоп, все нормальные объяснения в газах улетучились. А вот доблестная 10 из 10 лучшая секс-игрушка, так во всем разобрались. И сейчас меня этой игрушкой в комментах в жопу. Хоть убейте, прочел каждый санный диалог, написанный особым языком аутизма Филиппе. Пару раз уснул от скуки и тишины. Но я не понял ни хрена из этого тупорылого сюжета, написанного ебаной бразильской макакой. Под самый конец Шадоу осознает, что последние слова Марии были вовсе не месть всем людям. Выполнив свои обещания, ее жертвует собой, дабы исполнить волю единственного дорогого ему человека. Ты можешь превратиться в данжен мастера, если захочешь. О, мой любимый момент после победы. Фреон такой говорит: ну, теперь ты понесешь мое наследие? Нет. Мне потребовалось столько времени, чтобы обозреть сюжет, а там еще графика, и звук, и сам геймплей, и Филиппе со стропоном. Но я постараюсь. Графика, ну, как вам сказать, сама игра выглядит вполне неплохо. Локации почти все разные, не повторяются. Ну, только если вы не решите зайти в первую часть, не обнаружите, что это, мать вашу, те же самые локации почти в том же порядке. Но, по крайней мере, выглядит хорошо. Мне действительно нравится визуал. Думаю, он-то в первую очередь и притягивает народ, так как выглядит олдово и в духе первых адвенчуров и даже Хируса. Этот адвенчуров здесь обширность и разветвленность, а от Хируса, и это мое любимое, да, это не шутка, не всю же игру мне, по-моему, поливать. То, что мы находимся высоко над землей на длинных дорожках. Ох, да, ностальгия. Правда, в какой-то момент Филиппе не выкупил за высоту и решил на снежном уровне опустить нас поближе к земле. Отчего создается ощущение, что на нее можно легко спрыгнуть, но чувак, наверное, тоже думал, что до гаража допрыгнуть сумеет. Здесь плюсы кончаются, потому что начинаются главные минусы графона. Да и сюжета, да и геймплея. Твою мать, это персонажи! Филиппе, ты их в 2D-то рисовал через жопу. А теперь решил прокачать свой скилл через жопности в трехмерном уровне. Болваны низко детализированы. Им тупо не хватает деталей и механизмов, чтобы походить на настоящих роботов. Ну на них типа есть узоры, там лампочки. Но в том-то, сука, и дело, черт возьми, что это узоры. Я смотрю такое и вижу, что на убогих модельках карандашом в пейнте нарисованы их детальки. И вижу, вы не поверите, игрушки. Все роботы в этой игре похожи на долбаные китайские игрушки, в котором на кнопочку нажмешь, и они начинают орать и превращаться... Ой, забыли. Единственный, кто выбивается из всего этого Хэппи Милса, так это главарь Го-Банты по кличке Двойной. Вот он реально и по строению похож на робота, и деталей больше всех, и даже выглядит грозно. Намного более грозно, чем ёперный финальный босс. Тут съемка видео запрещена, блядь. А вот его дружки. Самураи так и сяк, но вот флоут. Да, тёлка зовут флоут, значит мы под глазом напишем флоут. Хотя на самом марте, что маячит перед вашими глазами всю игру, никакой в жопу со своим Спарком Филиппе надписи нет! И вообще, почему? Ну почему ёкарный, блядь, караван нарисованный персонажи выглядят в 10 раз лучше, чем трехмерные? Доктор выглядит как сатана? Нет. Флот выглядит как трансгендер-феминист? Ну чуть-чуть. Астра похожа на нормальную женскую версию Спарка, на которую можно натирать сапоги вазелином? Да! Если ты сам Филиппе хуем рисуешь, так значит ты плохой художник. Отдай ты эту работу тому, кто делает ее руками. Мы отвлеклись и... Боже, да мы постоянно будем отвлекаться, потому что пытаешься одно говно обсудить, там еще сбоку лезет. Ты его пытаешься обсудить, и еще из дырки вылезает. Ну, вы поняли. Короче, графика сойдет, локации вторичные, но выглядит хорошо. Персонажи тупо куклы. С музыкой ровно та же херня, что и с графикой. Да, она хороша. О, молодец, Филиппе. Знаете, почему она хороша? Как интересно. В чем же секрет гениального геймдизайна? Да потому что он весь в первой части, блядь, стырил. Да, в оригинальной игре чувак видел все, что только к полу не прибито, а во второй, видимо, источники воровства иссякли, и Данилка уже начал у самого себя подворовывать. Это называется эволюция. Камеру вырубай нахуй. Ну а музыка чё? Чё я вам про нее скажу? Я тоже так могу. Смотрите первый обзор, там про музыку сказано. Удачи! А у нас геймплей между тем, наконец, на тарелочке. Ох, и вот после всего того, что я вам сказал, и сколько ненависти выплеснул на одного товарища из жаркой солнечной страны,
Геймплей второго Спарка по факту, блядь, не такой уж и плохой. Он выполняет свою основную функцию переноса всех игровых механик из 2D в 3D и делает это вполне качественно. В вашем распоряжении, блядь, который может во все тот же ненавистный мною Dash. Ну а Филипп из прошлого таки прислушался к моему обзору из будущего и добавил больше, чем один способ набора скорости. А именно что-то типа буста, который вам еще и заряжать надо. Делать его можно как на земле, так и в воздухе, отчего уровни проходят довольно быстро с учетом комбинирования данных возможностей. Никуда не делись и пресловутые шапки, в своем обзоре я наставил на их полной ненужности, кроме одной. И Филипп снова прислушался и сократил их до 5. Абсолютно одинаковых и одинаково бесполезных. Шапки хоть и были ненужными мишурой, все же некоторые из них давали интересные способности, как, например, огненные сапоги позволяли стоять в лаве, или ледяные морозили воду. Но здесь все шапки отличаются только анимацией атак и все. Берите какую хотите, хоть пальцем тычьте. А чего вся эта тема с магазином, сбором голды и покупкой тех же самых шапок просто бессмысленная хренотень. Ах да, еще есть стомп, помимо буста, но я не знаю, как его делать. Вы, наверное, спросите, а почему это я не знаю? Вам это понравится. Все дело в том, что я не знаю управления. Заходим в основное меню. Видим, что настроек нет как таковых. Уже хороший знак. Едем дальше. Выбираем сейф и оказываемся в игровой карте, где есть еще одно меню, представьте себе, их тут много, которое вызывается кнопкой старт. Да, нахера логично, но и в нем нет странных настроек. В полном отчаянии заходим уже на уровень и, нажав заветный Enter, мы видим, вот она, наконец-то. Ну и можно уже наконец-то... Плавность поворота. И это все? Я сюда за плавностью поворота, что ли, пришел? Вы мне напишите, какие кнопки за что отвечают! Сука! И это называется настройки ползунок плавности поворота! Где обозначение кнопок? Где возможность их изменения? Плавный нахуй поворот! Ну, блять! Этот мудак, наверное, решил полностью забить на настройку управления после первой части. Ему надо было в видео что-нибудь написать, а он, а хер его знает, что писать. Сейчас посмотрим. Так, что тут у нас? Вот возможность регулирования плавного поворота. Так и запишем. Это настройка, что надо. Так, а вот инверсия камеры. Да это ж вообще никто не делает. Пойдет. А как менять или хотя бы посмотреть управление? А хер его знает, решайте сами, я тут при чем. Деньги он еще за это требует, мать вашу. Нет настройки управления. Нет кривой настройки управления. Нет кривой настройки управления. Нет управления. Нет управления. Нет управления! А, вы спрашиваете, как же все-таки сделать стомп? Да все просто. Перетыкав абсолютно все возможные клавиши в радиусе от кнопки Ctrl, что и вызывает это подменю, я просто начал прыгать как псих туда-сюда от злости, пока не обнаружил, что с включенным Ctrl при нажатии 2 раза на прыжок, этот клоун таки делает этот трижды проклятый обосратый стомп. Оно того стоило? Ага, хуй с маслом вкуснее было бы жрать. Ведь этот стомп не делает ровным счетом ни хрена, а просто ускоряет ваше приземление. Это не баунс, как в СА 2, это не атака, как в Unleashed, это так, как в Спарке 2. Но есть еще в репертуаре, блядь, то, о чем можно рассказать и даже найти на обум кнопку. Это щит и атаки в целом. Да, так как теперь у нас игра как бы и скоростная, и немного Metal Gear, то и щит с контратаками ввести пришлось. Боевая система примитивная. Все, что вы делаете, это старое доброе затыкивание. Спамите блок, затыкивайте, блок, затыкивание. Никаких уворотов, перекатов, тактики и прочие интересные и разнообразные шняги. Вы что? У нас тут что покруче есть. Кликни по мышке 1000 раз, и ты выиграл. Fuck the electric duster. Но не это главная проблема игры, а ее левел дизайн. Да, молодец, Данилка. Ты сделал, блядь, быстрым и даже неплохо управляемым. Но скажи мне на милость, а нахрена ты его засунул с такой скоростью на сплошь и рядом платформенные уровни, ебнуться с которых лишь вопрос времени? На первых уровнях ничего такого нет, это ловушка Филиппи. Прибегать начинает к середине. Ведь этот, с позволения сказать, мозг решил, что больше вам бордюры на дорожках не нужны. Вы же не двигаетесь с огромной скоростью. А потому давай, взбирайся на эту гигантскую, как елда, который положил Филиппи на эту игру, башню по дорожкам, на которых нет бордюров. И при любом ускорении вы падаете нахрен вниз от неконтролируемой скорости. Припекает, а рвет жопу, еще и стрет в нее вот этот уровень. Здесь Данилка, я не знаю, богом себя возомнил геймдизайна. Ибо вас ждут целая тонна ям, никаких бордюров, миллионы лазеров и прыжки по ускорялкам Тейлза. Кто проектировал это пояс?
Вот чего не знаем, того не знаем. Да, блядь, почему не знаем? Филиппе все это проектировал. Чего, блядь, отгораживаетесь? Что не знаем, того не знаем. Филиппе! Да, не, луз. Или как его там, блядь, звать? Дно, короче. Да как ты, Как я, блядь? Я хорошая, блядь. Сейчас я должен аккуратненько побежать по потолку и не упасть. Вот, сука, жирная! Вот, сука, жирная! Вот, сука, жирная! Да что не так с этим уровнем? Долбаный ты, блядь, пунилингус. Нет, в 17-м вышел первый. Ну, значит, за год что ли его сделал? Ну, похоже, да. Ты тоже, блядь, за год сделал, сука! Руки из бороды растут. Да, сука! Оу. Я хочу что-нибудь разб***ать. Филиппин, ты мразь! Понимаешь, ракообразный в чем прикол? Я как бы попытаюсь объяснить, как это нормальный здравомыслящий человек. Я не могу пройти этот момент! Я чувствую себя, как будто бы в Новый год. Ну, полагаю, маэстро все прекрасно описал и проиллюстрировал. Добавить можно только то, что теперь враги стали просто бесполезной ветошью. Даже еще бесполезнее, чем в форсах. Вы их там хотя бы сбивать могли своим бустом, а тут на самых слабых из них можно сделать хоминг. А вот на тех, что посильнее, тоже можно сделать хоминг. А чего складывается поначалу какая-то неразбериха, вы постоянно жрете урон, пытаясь хоминться все подряд, как вас учили Sonic Team. Пока не допрете, что врагов можно спокойно пробегать. Одни из них щиты ставят, другие шипы пуляют. А кому это нужно? Вы ведь, убегаете нахрен от всех врагов! Разветвленность уровней также совершенно бесполезна, учитывая однотипность оружия, которое, я напоминаю, и в магазине можно купить, абсолютную пустоту локаций, никчемность врагов против правила рожденный бегать не получит. Можно искать секреты в виде дискет, но боже упаси, за такое в школе пи***т. Ну, а сами уровни стали короче в несколько раз, что, как по мне, не самое удачное решение, так как лично для меня имеет значение провести на них чуточку больше времени и проникнуться обстановкой или атмосферой, например, но не затягивать слишком далеко. Здесь же вы бежите вперед, враги вас не держат, бордюры тоже, вас в принципе ничего не держит, кроме осознания того, поскорее бы это уже закончилось. И вот оно уже закончилось. А если пытаться остановиться и все-таки разглядеть обстановку, то можно заметить, что все деревья имеют одну и ту же Ctrl-Z, Ctrl-V модельку, кусты похожи на зеленые кляксы, а здание на заднем плане типичный жилой комплекс на окраине Омска. Да, из всего выше выкрикнутого может сложиться впечатление, что игра полное говно. Нет. В ней огромная куча мелких косяков из бездарного сюжета, убитых анимаций, потерянной музыки и скоростного геймплея, в котором вы мчите сквозь все уровни, того самого геймплея так и не получаем. Но все спокойно проходится, боссы затыкиваются, а графика в общем и целом может радовать глаз. Adventure фаги, увидев мнимую разветвленность, стиль загрузок уровней и пресловутый арт, тотчас же пошли ставить их десятки. От меня же этой игре больше 4 из 10 не видать. Ибо играется-то оно играется, пестрит яркими локациями, а под красивой оберткой скрывается галимая халтура. Ну, а выводы остаются за вами. Играйте в хорошие игры и выбирайте сами, что вам по душе. С вами был Сумочкин, и помните... Ой, все, теперь вас снова можно назвать Фарком. А, стоп, уже обзор кончился. Fuck the electric duster.